Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодня я буду раскрашивать в раскраске Алекса кофейного чая и кофе «На чьей стороне ты?». Очень хорошая раскраска, но я ее задействую не так часто. Но, например, осень, зима, мне кажется, самое время для нее. Что я здесь выберу, я покажу чуть позже. Собственно, я еще особо ничего не выбирала. Я только что отсняла еще один влог, там я раскрашивала в удивительных животных. Собственно, иллюстрацию я уже доделала, но если помните, в том видео, в котором я делала уборку в своем творческом уголке, я пересмотрела папку, в которой лежали, всякие блокноты, тетрадки, и я убрала трекер раскрасок. Я вообще вырвала оттуда листы и сказала, что мне это не актуально. Не актуально мне это в том виде, в котором был трекер. Я делаю вот в чем. Когда я что-то раскрасила, мне неудобно, знаете, вот вспоминать про этот блокнот, брать его, отмечать, потому что сама идея трекера – это очень классно. Но вот тянуться за другой тетрадкой мне не очень интересно, не очень удобно. Более того, я когда-то очень любила, как и любая девочка, любила и сейчас люблю блокноты, стикеры, декоративные скотчи. Но после того, как я завела трекер раскрасок, еще там стала в другом блокноте писать, сколько у меня раскрасок, в другом у меня выкраска. Я вообще перестала вести какие-либо блокноты, потому что на все нет времени. Это несмотря на то, что я работаю на себя, зарабатываю творчеством своим. У меня не 7 по лавкам, то есть я вообще живу исключительно для себя, и то у меня не хватает на это время, поэтому, я решила немножко пересмотреть ведение трекера. Просто действительно раньше я охотно вела всякие блокноты. Вот, например, я уже неоднократно показывала блокнот, который я сделала сама, с резиночкой, вот с красивой такой пуговкой. Здесь у меня закладка, как видите, с клевером. Я ее как положено вот прошила, не знаю, вот, собственно, со всех сторон. Здесь обложка такая тканевая, мягкая, приятная. И, в общем-то, здесь и форзац, все как положено, короче. Я делала. Тут вот у меня и календарь, и всякие тут для заметочек. И, конечно, я с огромным удовольствием все это вела. Так, сейчас минутку. Я украшала и по-простому декоративным скотчем. И у меня же полно всяких наклеек, поэтому, я как бы распечатывала иногда свои фотки, когда мне хотелось. Там это вот я в балетном зале тренировку проводила, решила. Тут вот у меня одна из моих фотографий, это когда я только начинала раскрашивать, не совсем только начинала, но у меня там появилась вторая или, нет, третья, по-моему, или четвертая где-то раскраска, я не помню уже, короче, прям совсем точно. Да, собственно, это был уже 16-й год, вот я помню этот вечер, я вот здесь вот сидела, у меня еще здесь стоял компьютер, все такое, я налила себе чай и раскрашивала, знаете, я получала огромное удовольствие. В общем, я к тому, что мне нравилось вести все эти блокнотики, там по-всякому украшать. Сейчас найду какие-нибудь развороты. Вот мы с мамой ходили в музей-усадьбу Кускова, тут у нас рядом с домом. Я тоже билетик приклеила. И еще вот так вот я все это украшала. Мне это нравилось, а потом вдруг вот переклинило.
Я помню, сейчас, минутку, я помню, что вот у меня еще фотография, ну, это 18 декабря, ну, еще и код города, слушайте. Потрясающее совпадение. Вот, я тогда купила себе, ну да, если первая моя раскраска, не считая журнала арт-терапии, с которой все начиналось, она была вот эта цветотерапия или арт-терапия в твердой обложке, и потом я поехала в Питер, купила себе вот эту раскраску медитативная арт-терапия. Это сейчас их можно купить дешево на складе, а тогда она, кстати, стоила весьма небюджетно. И купила тогда за 600 с чем-то или за 800 с чем-то вот эти вот карандаши Лира Осирис акварельные. Я была тогда прям очень-очень довольна. Знаете, так пересматриваешь, так приятно, что я сама сделала этот блокнот. А это 15-й год, я помню, мы с Андреем ездили в Павловск, в Пушкин. Тоже вот такие фотки. Ну, тут много всего. Не, ну своими вот эти фотки я не так часто вклеиваю. Я ленюсь, знаете, идти, печатать. Да и дома ленюсь, хотя у меня есть цветной как бы принтер. Вот, я еще тут всякие, когда слова учила по-португальски, тут стикеры вклеивала. Вот. Так что да, я с огромным удовольствием раньше всем этим занималась, но когда у меня появилась куча всяких блокнотов, я это забросила. И я, кстати, ходила с таким блокнотом, потому что я тогда думала, сделать мне маленький или большой. Я решила, что мне будет удобно большой. И, ну, как бы я его всегда единственное вот так вот носила в пакете в сумке, чтобы не испачкать. Хотя у меня еще, я когда училась, я сделала первый блокнот. То есть я их сделала два. Этот как бы там что-то пошло не так. Он, ну, например, ну пошло не так, вот здесь я не соблюла. Ну, что поделать. Но у меня мама, например, его взяла, записывать всякие какие-то заметки по мелочи. Но в целом тут тоже прикольно. Вот. А до этого у меня, я тоже, почему я взяла себе толстый такой, сделала блокнот, потому что, ну, мне это реально прям вот нужно было, потому что я тогда вела очень-очень много занятий. И первое, что я тогда купила, я не нашла себе нужный блокнот, я взяла вот такую вот тетрадку. И я его прям вот, в общем, почти до конца, тут осталось не так много, а почти все до конца я заполнила. Это ж надо, сколько у меня, вот сейчас я посмотрю, у меня с 15-го года, с 15 августа я вела по... Ну, в общем, да, год я вела, получается. И я тут... У меня и аренда зала была, я наклеила, где мы тогда арендовали, сцены, прочее. У меня тут еще, видите, мои эти самые... визитки разные были. Так что да, было, конечно, забавно. Не буду все показывать, но вот у меня тут, видите, и скотч, и все я красиво оформляла. И я помню, вот, ну, тут у меня расписание, я даже, мне раскраску мама там уменьшала, и я раскрасила так, в том же цвете, в котором у нас был зал. Я еще тогда Фаберликом занималась. Так забавно вообще. Ой, теперь понятно, когда я зарегистрировалась-то в Фаберлик. Вот у меня в конце там еще для всяких стикеров конвертик я себе делала. У меня тут, слушайте, так прикольно заглянуть в этот конвертик. У меня тут линейка, оказывается, лежит. Надо прям посмотреть, а что тут интересного. Ага, какая прелесть. Смотрите, я себе специально брала из разных этих самых
ну, в общем, таких альбомчиков и наклеивала нужные мне стикеры сюда. Это я помню, мы с моей ученицей Саней, привет тебе, мы, помнится, ходили, открылась у нас на Покровке бразильская кофейня, Кафезиньо до Бразил, и мы туда ходили, вот, у них такая была реклама. Прикольно, я сохранила себе. Ну, кстати, кофе там меня разочаровал. Я рассчитывала на другой кофе. Там все было довольно посредственно, но зато их сырные булочки мне понравились. Вот. Я еще вот эту упаковку из-под жвачки туда положила. Это, знаете, корейская жвачка, которая очень похожа на нашу советскую. Ну да ладно. В общем, к чему я это вам все рассказывала? Короче, вот так вот я решила сделать. Я не знаю, да, так наверняка кто-то делает, я не задавалась этим вопросом, потому что когда все делали тетрадки, я тоже сделала тетрадку. Вот, остальным я не задавалась вопросом, но я поняла, что вот как вот стикеры с номером раскраски, когда там купила, когда начала, хотя начала я здесь даже не указала, когда именно, вот, мне будет актуально вести трекер здесь. В общем, я приклеила на скотч такую просто бумажку в клеточку, расчертила. И смотрите, здесь вот у меня по 20 как бы квадратиков. Я написала 1, 20, здесь 21, 40. И здесь 5, 10, 15, 85, 90, 95. Тут просто 101 страничка. Ну, как я посчитала для себя. Вот, просто чтобы удобнее было находить нужный квадратик. Ну и все, и сейчас взяла вот эти фломастеры Luxor, потому что здесь у меня, как вы знаете, огромное количество всяких фломастеров, то есть впоследствии я буду, наверное, брать отсюда, но эти у меня лежат отдельно, я постоянно про них забываю. Вот, поэтому очень удобно. Ну, действительно, потому что вот я раскрасила, я сразу возьму и отмечу. Я, по крайней мере, вспомню, что это надо сделать. А если я буду всегда вот надеяться на свою память и за блокнотом, я так и не потянусь. Вот, как раз я, когда разбиралась во всех тетрадках, я одну оставила, потому что вот у меня она какая-то такая раздаточная, я что-то начинаю, потом вырываю листы, вот, и она у меня в итоге уже довольно тонкая, ну вот под это дело и пойдет. К слову, сейчас я выберу какую-нибудь иллюстрацию в чай, кофе, и заодно будет повод сделать трекер, что тоже неплохо. Кстати, я сейчас уже сделала трекер и здесь приклеила, осталось только заполнить. Я уже отметила. Вот, собственно, не так, как вы понимаете, много. Вот здесь я сейчас закрашу корректором. Я, правда, подумала, раз я начала закрашивать, может быть, выбрать 40-ую иллюстрацию, но что-то мне не очень хочется, потому что здесь... Так, кажется, пропустила. В общем, здесь... Вот она, страничка. Ну, я не очень хочу здесь раскрашивать сейчас, поэтому пропущу. Я выбрала вот эту вот. А так, как видите, вроде бы, ну, честно, в данном случае, как по мне, даже много. Мне казалось, что еще меньше. А вот, например, в «Удивительных животных» она уже такая пухленькая. Там и в середине немножко раскрашена, и по порядку вот прилично раскрашена. А на деле, когда смотришь на трекер, ну да, вот по порядку до 19 странички и плюс еще 3, то есть не так-то много. 22 странички, в общем-то. А начала я раскрашивать... ну 17 марта я 21 года, кстати говоря, купила. То есть получается больше года. Ну да, это даже нормально, из разряда одна там страничка, иногда 2-3 в месяц. Вот. Ладно, давайте приступим к раскрашиванию. Для начала достала Берлинга металлик. Возьму вот этот карандаш и раскрашу турку.
Здесь, в общем-то, можно совершенно спокойно раскрашивать по-простому эту иллюстрацию. Просто закрасить, так как уже штрихи нанесены. Ну, единственное, что вот эту часть я закрашу другим цветом, и, наверное, будет правильнее вот здесь тоже закрасить. Мне просто не хотелось прерывать видео, не хотелось просто потом монтировать. Мне от Симоленд пришло сообщение, так странно. Сегодня 7 ноября. Они мне задерживали доставку моего заказа, а теперь пишут, типа, хранится до 7. То есть что, сегодня я должна подорваться, что ли? Ну, вообще, ладно, посмотрим, это вряд ли. Скорее всего, что-то там пошло не так. Я думаю, что храниться заказ будет дольше, потому что я планирую... Ну, я-то думала, на этой неделе съезжу, там даже в пятницу хотела. Вот, а вообще, теперь я планирую вместе со своим другом туда поехать, а заодно и погулять, потому что шикарный район. Беру посветлее. Вообще, я, честно, серебро больше люблю, чем золото. Ну, не знаю почему. Вот, кстати, а почему я взяла золото? Ну, ладно. Взяла и взяла. Скорее всего, нет, не хочу банально, а как-нибудь раскрашивать. Так, я сейчас возьму ой, что у меня все как-то так, наверное, вот этот вот карандаш. Я уже так начинаю ускоряться, мне просто интересно, что с моим заказом. Мне просто сегодня не очень хочется туда ехать, но я уже заказ оплатила, и он мне, в общем-то, нужен. Ну, по творчеству там ничего нет. Абсолютно ничего нет. Так, кофейня. Кофейня я, по-моему, большой уже доставала. Карандаш, ну, новенький. Да, вот он, это кофейный мой. Это из ашановского набора. Ну и учитывая, что это кофе, да, я очень люблю кофе, но правда, знаете, чай я люблю не меньше. Но, скажем, чай я разный люблю, как бы вообще зеленый, красный, синий, черный, то есть вообще у меня дома всегда разнообразие, а кофе я, как вы знаете, люблю только один вид. Но здесь еще может быть и капучино, и еще что-то, но поскольку я капучино не пью, ну нет, на самом деле бывает, конечно, вкусно, но далеко не всегда. Но у меня чаще всего, меня потом тошнить начинает. Поэтому я пью только или американо, или эспрессо. Ну, в основном. Чтобы черный, без сахара. Мне как-то это больше нравится. Вот, и только один вид. Кофе. Ну, как бы в данном случае, что можно у нас достать приличного, да, черная карта. Вот именно тот вид, который продается в фикс прайс, потому что его больше сейчас практически нигде невозможно найти. Вот этот вид самый классный. Ну, а, конечно, когда там можно было на Амазоне заказать, ну, я не знаю, можно сейчас или нельзя, наверное, нельзя. Вот тогда можно было там другой кофе, это вообще самый-самый-самый заказывать. Ну вот,
в плане кофе я очень избирательна. Хотя мне нравится йоговский кедро кофе, он на кедровых орешках. Это, кстати, очень вкусно. Вот, он в Белых облаках у нас в Москве продается, но он, кстати говоря, по более выгодной цене продается на Вайлдберрис. Я вот сначала по завышенной взяла в Белых облаках, а потом уже взяла... Так, сейчас я достану пастельные карандаши, а потом уже заказала большую упаковку на Вайлдберрис. Вот мне ее где-то на год, на полтора хватило, потому что я не так часто все равно такой кофе пью, но прикольно. Веганский такой. Но я вообще-то не вегетарианка. Ну, просто с этим, знаете, если быть вегетарианкой, да, то, хотя я ничего против, конечно, не имею, но вообще раньше я говорила, что типа имею против. Но нет, на самом деле объясню почему. Я вообще против ничего вегетарианства не имею, но почему я, например, сама не ударилась полностью в это, потому что это заморочно. Потому что когда, например, люди... Ведь по глупости, знаете, когда ударяются в это и делают все очень сильно неправильно и портят себе здоровье этим. Вот. И потому что если придерживаться вегетарианства, то там много заморочек. Ну, во-первых, кстати, это супер небюджетно. Вот. Но это еще половина вопроса, потому что основная проблема в том, что действительно нужно там заморачиваться. И очень сильно. И в целом это может быть даже очень полезным, но вопрос в том, что нужно все это правильно соблюдать. Не все это делают, потому что многие, например, тупо отказываются, да, там, от мяса, но при этом никаких ни витаминок, ни того, ни сего, никаких другими продуктами там это не заменяют. Стараются просто больше там на овощи налегать, там еще как-то, ну, короче. Вот. Я просто не готова к этим, ко всем заморочкам. Вот. Ну, мясо я придерживаюсь, знаете, такого принципа, что я ем вот по природе. Если мне организм потребовал мясо, я могу поесть. У меня всегда там куриная грудка лежит, курица лежит, ну и так далее. Я, в общем-то, я просто белое мясо предпочитаю, в том числе и рыбу. Но это если организм потребовал. Если не потребовал, значит не надо. И вообще, наверное, даже золотая середина это идеально, потому что, например, в живой природе хищники, да, они все-таки убивают только тогда, когда хотят есть. А потом то, что они поймали, съели, то, что после них осталось, доедают другие зверюшки, и как бы вот. И хищник не будет, как говорится, нападать сытый. Вот. А люди превращают поедание мяса, ну, уже в нечто не очень хорошее, потому что едят больше, чем положено. То есть это постоянные там, не знаю, шашлыки, ну и тому подобное. То есть больше нормы. И получается, как бы, да, в этом случае мы и повышаем спрос, а значит и предложение. Поэтому я придерживаюсь именно такого: захотела, поела, но чаще всего организм у меня это не требует. Я там гречку ем, мне этого более чем достаточно. Ну, а в целом ничего против не имею. Ну вот и кедро кофе я с удовольствием иногда под настроение. Надо, кстати, будет при случае заказать. Наверное, тоже, скорее всего, закажу
большую упаковку. А на Симоленд сейчас посмотрю, сколько будет заказ храниться, потому что в целом я вот у них второй раз заказываю, но первый раз у меня были вот карандаши, как раз Манделузы 72 цвета. Я заказывала вот в пятерочку в Постамат, а сейчас я заказала в бесплатный пункт самовывоза, то, что у меня был небольшой заказ. Но таких пунктов в Москве немного, и от меня довольно далеко, в Строгино. Но вот я хотела бы, конечно, забрать именно заодно и совместить прогулку, если получится. Это было бы очень кстати. Мы как раз с любимым недавно только поговорили, что вот хорошо бы там погулять вместе, да еще и не зимой. И тут раз он приезжает. А вот я в прошлом видео рассказывала, что я все выбираю раскраску, и что-то вот, ну, действительно уже стало очень как-то избирательно, и вроде бы хочется чего-то нового, и в тот же момент ну, не могу выбрать. Ну, в общем, скорее всего, может быть, Лулу Маю возьму. Может быть. Но, по сути дела, я не фанатка. А у меня уже их и так много разных раскрасок. Но вроде как жалко, если бонусы пропадут. Я просто, они у меня давно там, кстати, лежат, но я ими не пользовалась, потому что у них почему-то их фирменные пункты выдачи исчезли, и все остальные были платные. Ну, я как-то сочла глупостью на таких условиях заказывать, а сейчас они в Читай-город доставляют, ну и, в общем, бесплатно. Можно воспользоваться, наверное. Хотя у нас Читай-город на той улице, которую я не очень-то люблю, вот я сейчас и думаю, а надо мне оно как бы или не надо вообще. Ну, смотрите-ка, неплохо получается. Ну, ладно, я это видео буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. А я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения и уютных осенних раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока!